Сериалов про зомби и постапокалипсис, возможно, даже слишком много, но тому есть причина. У них огромное количество поклонников. Людям нравятся монстры, поедающие мозги или плоти, они любили их на протяжении десятилетий. Зомби-шоу в этом выпуске сильно отличаются друг от друга. Какие-то из монстров, представленных в сериалах, классическая восставшая нежить, какие-то не совсем зомби, а агрессивные зараженные, а какие-то и вовсе одержимы магией или демонами, но оттого они не менее опасны. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 11 крутых и популярных сериалов про зомби. Не стесняйтесь писать в комментарии названия своих любимых телешоу, располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Королевство зомби. События оригинального сериала Netflix разворачиваются в 1500-х годах в Корее периода Чосон. Странная чума распространяется по всей стране, убивая людей, а затем возрождая их в виде кровожадных монстров. Этим вирусом был поражен и король, а кронпринц Ли Чан, обвиненный в попытке переворота, вынужден бежать из столицы и искать поддержку людей прямо во время таинственной эпидемии. Телешоу крайне динамично, многие действия, зачастую не самые правильные, совершаются персонажами вынужденно из-за постоянной угрозы мертвецов. В сериале немало клиффхенгеров, события следующей серии очень сложно предугадать, и оттого смотреть «Королевство» действительно интересно. Подкупает и необычное сочетание, одновременная борьба за власть в стране и попытки героев хоть как-то справиться с нашествием монстров. Сериал стабильно получает высокие рейтинги на IMDb и Томатах. 2 вышедших сезона включают в себя 12 эпизодов. К тому же в этом году вышел и полнометражный фильм «Осин с севера», который является связующим звеном между вторым и третьим готовящимся к выходу сезоном. Если вы поклонник зомби-жанра, то ни в коем случае не пропускайте этот сериал. Эш против зловещих мертвецов. Примерно через 30 лет после событий хоррора Сэма Рэйми Эшу Уильямсу, живущему в трейлере, вновь предстоит сразиться с силами зла. После неудачного уничтожения Некрономикона, Эш де-факто становится его смотрителем. Однако слова из книги оказываются прочтены, и миру грозит опасность. Эш против зловещих мертвецов — не размеренная драма зомби. Это полный экшена и черного юмора трэшовый боевик. Актерский состав не подвел, все находятся на своих ролях, и даже переигрывание абсолютно в тему вписывается в персонажей. Черная хоррор-комедия, прекрасно начавшаяся, увы, к середине 3-го сезона погрязла в самоповторах, и канал Starz ее закрыл. И пусть выход нового фильма еще не скоро, фанаты с удовольствием пересматривают сериал и держат рейтинги на кинопорталах на высокой отметке. «Ходячие мертвецы» — одно из самых продолжительных шоу ужасов, качество которого слишком уж сильно варьируется от сезона к сезону. И многие фанаты, как и я сам, склонны считать, что сериал затянули. Но в любом случае, начало было крайне иммерсивным. Начало апокалипсиса и попытки людей осознать весь ужас происходящего действительно захватывали зрителей. Главными врагами персонажей, несмотря на зомби-апокалипсис, стали вовсе не нежить, а люди. Рик Граймс, бывший шериф, возглавил группу выживших, которые пытались обезопасить себя, найти новый дом, узнать причины инфекции и в конечном итоге создать новое общество. Спин-офф основного сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» еще меньше сосредоточен на зомби и еще больше на опасности от других людей, которых уже не ограничивают никакие законы. Действие сериала начинается в первые дни зомби-апокалипсиса. Армия входит в населенные районы, а авиация уничтожает зараженные города. И тревога, вызванная неопределенностью будущего и непонятностью нависшей угрозы, показаны на экране очень хорошо. Сценарии первых сезонов, очевидно, удачны и детально проработаны. Увы, как и с оригинальным сериалом, на мой взгляд, все довольно быстро скатилась в бесконечную драму с одним и тем же набором сюжетных поворотов. При этом оба сериала действительно принесли в жанр много нового и качественно переосмыслили типовые сюжеты. Смотреть их полностью или только самые сильные первые сезоны — выбор каждого, но проходить мимо вселенной ходячих мертвецов точно не стоит. Новый вишневый вкус. Получился местами жутким, местами запутанным, местами притягательно странным и очень психоделическим зрелищем с магией и альтернативно рожденными котятами. В главной роли очаровательная Роза Салазар, которая играет Лизу Нову, начинающего кинорежиссера. Она приезжает в Лос-Анджелес, готовясь к съемкам своей первой картины и с надеждой на помощь от известного продюсера. Вскоре все усложняется тем, что неожиданное предательство последним превращает проект ее мечты в кошмар, а единственным ее шансом на месть становится обращение к Боро, загадочной и пугающей колдуньи. И в этот момент все становится совсем сложно. Магия, преступники, зомби и проклятие. В сюжете нового вишневого вкуса так много всего, что сначала просто теряешься и не понимаешь, на что обращать внимание. Это мини-сериал, и ограничение хронометража исключительно идет телешоу на пользу. История получилась насыщенной деталями и заканчивается, не успев наскучить. Нация Z.
Сюжет сериала Sci-Fi развивается вокруг бывшего заключенного по имени Мёрфи. Он один из 3 заключенных, которые прошли экспериментальную программу, проводимую правительством. Каждому из них был сделан вариант вакцины от распространяющегося зомби-вируса, и Мёрфи единственный, кто выжил. Хотя он и мутирует в своего рода гибрид зомби и человека, его кровь содержит антитела, которые, возможно, могут стать последней надеждой человечества на выживание. Сериал создавался в годы хайпа на зомби-тематике и позиционировался как более веселый вариант ходячих мертвецов. Нация Z представляет собой целую смесь жанров. Здесь боевик, ужасы, немного драмы, фантастика и в основном черная комедия. Такой выбор уже обеспечивает аудиторию всем необходимым, а зомби добавляют сериалу дополнительную динамику. Оригинальный сериал Netflix «Черное лето» — спин-офф и приквел «Нации Z», да и события развиваются в том же самом мире. Но есть 2 очень важных отличия. На этот раз перед нами не комедийный боевик, а драма, наполненная сложными решениями и постоянной опасностью для персонажей. К тому же события происходят в первые несколько недель зомби-апокалипсиса, что само по себе является более интересным сеттингом, когда все самые неожиданные для общества события лишь впереди. В центре сюжета мать и ее попытки найти дочь в самое смертоносное и опасное время распространения зомби-вируса. На мой взгляд, «Черное лето», вернее его первый сезон, это один из самых увлекательных сериалов, связанных с зомби. Каждый эпизод интенсивен, интересен и радует неожиданными поворотами. Тупик. Что бы произошло, если бы зомби-апокалипсис случился прямо во время съемок реалити-шоу вроде «Большого брата», в котором дюжина незнакомцев заперта в доме без малейшей информации о том, что происходит в мире? Именно такова предпосылка британского мини-сериала. Это довольно необычное, интересное сочетание хоррор-фильмов и сатиры на массовое ТВ. Сериал вообще довольно жестокий и щедро наполнен черными комедийными моментами. Он представляет нигилистический взгляд на конец света, в котором почти нет персонажей, которых вы могли бы назвать приятными, и даже те немногие, что не раздражают постоянно, не вызывают особой симпатии. Тот случай, когда больше переживаешь именно за зомби, чем за выживших. Во плоти. Действие сериала BBC происходит через несколько лет после восстания зомби. Мир уже начал возвращаться к нормальной жизни. Правительство предотвратило полноценный апокалипсис и нашло выход из него, создав лекарство, которое может снова превратить зомби в рядовых членов общества. Такая трансформация, конечно же, имеет и свой собственный набор трудностей, в основном в виде посттравматического синдрома у переболевших и в виде дискриминации в отношении людей с синдромом частично умершего. Они вынуждены скрывать свое заболевание и постоянно принимать медикаменты, иначе они вновь станут опасны для окружающих. Во плоти довольно быстро заполучил большое количество фанатов, которые полюбили сериал за вплетение в сюжет метафор, наличие правдоподобных персонажей и некоторых уникальных сюжетных решений. Но, увы, телешоу было отменено после окончания 2-го сезона, в основном из-за организационных проблем. Диета и Санта-Клариты. Не все сериалы про зомби должны быть страшными, и этот комедийный сериал еще раз доказывает, что юмор можно добавить куда угодно. В центре сюжета Джоэл и Шейла, самые обычные агенты недвижимости, живущие в пригороде. Но есть одна маленькая деталь, которая отличает их от соседей. Шейла — зомби, которую тянет к человеческой плоти, и чтобы как-то смягчить углы, она зовет эту страсть особой диетой. А ее муж Джоэл пытается скрывать происходящее с женой, пока они не смогут найти лекарство. Сериал продержался в эфире 3 сезона, прежде чем начал терять аудиторию. Очень уж специфический жанр, но про него все еще тепло вспоминают за необычный сюжет и прекрасный состав актеров. Я зомби. Как вообще в этот жанр привнести хоть что-то новое? Разумеется, смешав его с другим жанром, а в данном случае с полицейским процедуралом. Хорошо воспитанная, аккуратная и правильная студентка-медик на вечеринке оказывается заражена зомби-вирусом. А как же совместить приятное с полезным? Идти работать судмедэкспертом, и навыки пригодятся, и доступ к классике жанра, мозгам, самый что ни на есть прямой и безобидный для живых. И вот тут она понимает, что отведав чужого мозга, получает воспоминания погибшего, а следовательно, как никто другой способна помочь полиции в раскрытии преступлений. Сериал «Я зомби» создан на основе одноименного комикса. Здесь не особо много крови, сюжет грамотно выстроен, и даже юмористические части хорошо вписываются в происходящие события. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал, понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. А еще залетайте к нам в телеграм-канал и группу ВК, ссылки в описании. И до встречи в новом видео. Пока!